Есть такое приложение, называется Level Pro. Оно позволяет сделать из смартфона профессиональный уровень для того, чтобы измерять ровность поверхностей, столешниц, дверей и так далее. И также измерять углы наклона. Вот для начала нажимаем на шарик. Вот, появляется такой циферблат и шарик, висящий на ниточке. Он вообще ведет себя как нормальный шарик. Он даже, если мотылять телефоном, то он по инерции тоже мотыляется на нитке. И с помощью этого шарика очень легко измерить угол наклона, например. Вот 45 градусов. Можно также приложить к краю двери и вот добиться, чтобы загорелся зеленый индикатор по X или по Y. Это означает, что шарик выставлен, ну, то есть поверхность вот эта, которая прилегает, она ровная. И также очень удобно измерять поверхность столешницы. Не надо там так пробовать, так. Положил шарик и сразу видно, чтобы он висел строго, ну, то есть по центру вот этой черной точки в перекрестии. И тогда все три индикатора X, Y и поверхность загораются зеленым. Так, теперь переключимся на линейку. Вот тут кнопочка переключиться на линейку. Вот, что мы здесь видим? Здесь мы видим шарик, который уже не свисает, а всплывает, как бульба. Он может по оси X работать или по оси Y. Значит, что здесь интересного? Поверхность он тоже понимает. Вот у меня показывает, что столешница, ну, поверхность стола стоит более-менее ровно. Здесь есть кнопочки шарик, это переключиться на шарик, да, дому, ну, домой. Ну, там будет по вашей локали, ваш язык, там, китайский или иврит, или что. X в 0, Y в 0 и калибрование. Значит, калибрование работает, когда вот вы понимаете, что поверхность ровная, а шарик стоит немножко не так, как вы ожидали. И вы можете его подвинуть. Ну, то есть, когда он в пределах, когда что-то зеленым горит, или X, или Y, вы можете, соответственно, нажать калибровку, и оно подкорректируется. X в 0 и Y в 0 выставляет шарик в 0, независимо от того, где он находится. Зачем это нужно? Здесь решаются сразу две проблемы. Первая, это вдруг вы заметили, ну, первая проблема, это то, что датчик, даже очень хорошие фирмы, там типа Samsung, датчики ставят не совсем точно относительно поверхности. И, в общем-то, нужно откалибровать в таком случае. Тогда мы берем прибор, которому мы доверяем. В моем случае это советский дедовский уровень. Вот. Я тут сразу подкладку ложу, потому что я перед этим мерил, стол был немножко стоял немножко неровным. Выставляем шарик посередине в этом приборе, вот как сейчас. Прикладываем телефон поверхностью X и нажимаем, вот, и нажимаем X в 0. Все, раз. И шарик прыгнул на место по нашему прибору. Вот. И теперь мы знаем, что телефон откалиброван по точному прибору. И здесь решается вторая проблема, это выступающие кнопки. Они, естественно, очень мешают такому измерению. Э, Если мы запомним, например, положение, что телефон касается поверхности углом и вот регулятором громкости. И вот на эту сторону будем всегда его прижимать, вот сюда, слегка так, раз, чтобы он сюда перекатился. Он же как качелька на этих кнопках, то туда, то сюда. И мы вот прижимаем его к более, там где больше расстояние от кнопки до угла. Все, прижали, нажали X в 0. И все, шарик стал на место. То есть откалибровался. И теперь мы решили и проблему неровной поверхности, и проблему того, что датчик может стоять не совсем точно относительно поверхности. Это понятно, да? И если мы хотим откалибровать по Y, то здесь нужно вот так вот
Механизм тот же самый, только нажимаем кнопку Y в 0. И все. А если вы что-то накалибровали, и оно все показывает неправильно, вы заходите в меню, нажимаете до стандартных калибрувань, и все сбрасывается. И можете по новой настраивать. Также вы можете убрать с экрана кнопки, которые, чтобы случайно чего-то не нажать, не накалибровать. Вы заходите в меню, налаштування и снимаете флажки Show Extra Date и показать кнопки. Здесь недолокализовано что-то. И в конечном итоге имеете вот такой вот профессиональный инструмент. Я когда делал ворота, то в принципе по уровню тип было лень, я сделал по телефону, потом перепроверил, и все отлично там выставлено. Калиточка, вернее. Калитка отлично выставлена. Ровно. Чтобы скачать приложение, надо либо вот навести сканер QR-кода на QR-код, который на экране светится, либо перейти по ссылке, которая внизу в описании. Всем удачи и до новых встреч!